Друзья, всех приветствую! Сегодня мы поговорим о таком автомобиле, как Kia Seltos. За последнее время множество мне запросов поступало именно по этому автомобилю. Люди интересуются этим автомобилем, спрашивают, сколько же он будет стоить, если его привезти из Южной Кореи. Сегодня мы подробно этот момент разберем. Посмотрим цены, за какую стоимость можно купить этот автомобиль, сколько он выйдет в России, если провозить из Южной Кореи. И вообще посмотрим, будет ли цена отличаться Kia Seltos из Кореи от рыночной цены, которые автомобили продаются в России. Итак, переходим на наш любимый сайт Encar и давайте выбираем параметры автомобиля. Так, нас интересует, переведем на русский язык, чтобы было удобнее, нас интересует Kia Seltos. Выбираем Kia и подробно указываем модель. Год, наверное, давайте сегодня разберем проходной, потому что именно выгодно сейчас ввозить проходные года, на них меньше пошлина, как известно, да. Так, Kia, и теперь выбираем Seltos. Вот он, Seltos у нас. Год 2019 давайте поставим. На примере 2019 года разберем. Так, Kia Seltos 2019 года. Ну, как мы видим, цены разнятся. 21 800 миллионов вон, 18 100 миллионов вон, 17 900 миллионов вон. Но смотрите, если мы возьмем по самому низу рынка, ну, например, давайте вот 17 900 сейчас откроем, то, скорее всего, этот автомобиль будет с какими-то повреждениями. То есть по низу рынка тоже не стоит автомобили смотреть. Да, видите, был удар, видимо, в заднюю крышку багажника, но нужно подробно смотреть, какой здесь удар был по страховой, изучать, какая выплата была. То есть, ну, возможно, здесь не критичное какое-то повреждение, а возможно, удар был сильный. То есть это уже нужно более подробно. Давайте не будем пока такой вариант рассчитывать, рассчитаем вариант целый. Ну вот, например, давайте рассчитаем 21 800 с отметкой Encar, скорее всего, этот автомобиль будет целый. Вот так он выглядит. То есть автомобиль в очень хорошем состоянии. Пробег у него так 43 656 километров. Ну, я бы сказал, даже в идеале автомобиль. Комбинированная кожа, обдув сидений, подогревы все. То есть вот мы видим слева от коробки, да, от рычага коробки. Видим, что есть обдувы сидений. Все это показано. Так, опускаемся немножко ниже. Здесь более подробно описываются функции. И вот смотрим проверку от Encar. Автомобиль полностью целый, действительно нет замененных никаких частей. Ну, мы пока подробно я не буду, конечно, по страховым, там все это изучать. Сегодня у нас вопрос стоит о цене автомобиля. Ну, как правило, если проверка от Encar покажет, что он целый, то этот автомобиль обычно целый. Итак, давайте опустимся в расчет. Значит, курс воны 21 800. Кстати, вот я, его уже рассчитывал сегодня. 21 800 это 1 162 000 рублей. Напомню, что это курс 0,053. Обычно может отличаться от тех банков, через которые вы будете переводить. Но в среднем давайте возьмем этот курс. То есть 1 162 000. У нас автомобиль. Так, где он? Смотрите, Kia Seltos 1.6, 2 ВД, дизель. Дизельный автомобиль. Для того, чтобы нам не определиться с параметрами, при растаможке введем Kia Seltos, комплектации 2019 год. И посмотрим параметры этого автомобиля. У дизеля и у бензина количество лошадей отличается. Смотрите, дизель 1.6, 136 лошадиных сил. Dальше переходим на сайт ТКС, официальный сайт, на котором представлен таможенный калькулятор. Вводим 21 800 миллионов вон. Так, не ошибиться, да, 21 800. Двигатель 1600 объемом у нас. 136 лошадиных сил, южнокорейский вон. Здесь вы валюту можете любую выбирать, но я для удобства в вонах рассчитываю. Можете перевести в доллары и доллары выбрать. 3-5 лет проходной автомобиль дизельный. Смотрим, сколько будет растаможка у нас.
Растаможка 300 752. Смотрите, открываем калькулятор. И давайте перейдем к расчету. Суммируем стоимость автомобиля в рублях уже, да, 1 162 488, ну 1 163 давайте округлим, чтобы было проще считать. 1 163 тысячи. Прибавляем так нашу таможню, это 300 752. 300 752. 1 463. К этой сумме прибавляем услуги брокера 60 тысяч рублей. Кстати, услуги брокера обещали, что после Нового года будет уже 70, а не 60. Но пока вот посмотрим, будут письма приходить или нет. Получаем 1 523. Дальше прибавляем склад временного хранения. Ну, в районе сейчас в среднем 25 тысяч рублей он получается. У некоторых и 30, смотря сколько машина будет растамаживаться. 1 548. И к этой сумме прибавляем лабораторию 10 тысяч рублей. И прибавляем фрахт плюс расходы по Корее. Ну, 200-250 тысяч. Ну, давайте по максимуму возьмем 250 с запасиком. Получаем 1 808 752. Ну, 1 800 000, да, это Kia Seltos, дизель. Выходит такой автомобиль во Владивостоке. Ну, то есть, допустим, если вы будете в регион отправлять, к этой сумме еще нужно прибавить доставку до региона. В Владивостоке выходит в среднем 1 800 000 Kia Seltos 2019 года с пробегом 43 тысячи, да, у нас 43 656. Это мы рассчитали вот 21 800 000. Давайте еще один пример разберем. Чуть подешевле давайте возьмем. Ну, 17 900 не будем брать, но так. Опять же, хочется не биты разобрать. Так, ну давайте вот разберем, допустим, посмотрим 18 100. Сейчас посмотрю, бит он не битый. Да, здесь был, ой, ну здесь много повреждений, такой автомобиль не будем смотреть. Давайте поищем еще автомобили, какие у нас тут есть. Чтобы был он желательно без повреждений. А ну, кстати, вот должен быть без повреждений. Это уже у нас в черном цвете. Тоже хорошо смотрится. Смотрите, какой здесь у нас салон комбинированный. Так, опускаемся ниже, смотрим проверку автомобиля. Да, полностью чистый, не битый. И это уже у нас 19 200 цена. Пробег здесь уже 70 тысяч будет. Ну, давайте посмотрим 19 200, рассчитаем. 1 023 19 200. А по таможне у нас будет, так, секунду, это у нас дизель или бензин. Так, 1,6. Так, тоже дизель у нас. Ну, давайте рассчитаем. По таможне у нас, в принципе, все то же самое будет. 300 тысяч, да? В принципе, у нас тут уже все посчитано практически. Ну, давайте пересчитаем уже с новой ценой. 1 023 у нас получается. Это цена автомобиля в Корее. К этой сумме прибавляем 250. Фрахт плюс расходы по Корее. К этой сумме прибавляем растаможка 300 752. 300 752. Прибавляем 60 тысяч услуги брокера и 10 лабораторий, то есть 70 тысяч рублей. И прибавляем СВХ 25 в среднем возьмем для примера. 1 668 000. То есть, ну, разница, видите, да, практически 150 тысяч там было.
Миллион 800 с лишним, у нас 1 668 000. Ну, то есть, друзья, это автомобиль уже с пробегом 70 тысяч километров, до этого был у нас 43 тысячи километров. То есть, да, от пробега зависит, конечно же, и цена. Если кто-то хочет еще дешевле, то только вот смотреть автомобили, где какие-то были повреждения, и смотреть, значительные они, либо незначительные эти повреждения были. И уже от этого отталкиваться, потому что, ну, бывает, что там, допустим, про замена крыла, но никаких внутренних повреждений не было. Но если хотите чисто вот автомобиль без всяких различных повреждений, то вот в среднем 1 650 000 и выше. Ну, за 1.7, я думаю, можно взять в районе 60 тысяч пробега Kia Seltos без повреждений. Ну, видите, здесь и 24 тысячи есть, но пробег зато 17 тысяч километров. То есть это вообще новый автомобиль будет. 20 миллионов вон, 26 тысяч пробег. Тоже, кстати, очень хороший вариант. Давайте посмотрим, он битый либо не битый. Я думаю, что скорее всего он битый. Да, были повреждения, причем тут и внутренние повреждения указаны. Такой автомобиль рассматривать не стоит. Ну, то есть, друзья, вот такая вот цена выходит. А теперь давайте все же посмотрим автомобили в России в наличии Kia Seltos. Какая же цена будет? Ну, давайте зайдем, например, на Авито. Kia Seltos 2019 года. Зайдем на Авито и посмотрим, сколько же у нас в России стоят эти автомобили. Так, смотрите, вот стоит в Москве 2050. 2050 35. Так, кредитный автомобиль представлен в салоне. Но эта цена, скорее всего, видите, под кредит и так далее. Но давайте еще посмотрим. Рыночная цена. Так, стоп. 2050 это 2021 год, это сказка, цена, это салоны для привлечения. Ставим 2019 год, который мы рассчитывали. Именно 2019 год давайте посмотрим, чтобы сравнить цену. И поехали смотреть 2019 год. Большинство автомобилей здесь, не большинство, я бы сказал, практически все под заказ с отметкой. То есть это автомобили, которых нет в наличии в России. И они будут привозить также либо с Кореи под ваш заказ. Так, под заказ, смотрите, вот в наличии. В Санкт-Петербурге 2,235. 2019 год, 24 тысячи километров пробег. Дальше смотрим под заказ. Все под заказ, то есть нет вообще автомобилей в наличии. Опять 1550, но автомобиль будет привезен из Южной Кореи под полную пошлину, то есть его в наличии нет. Когда вы видите такие низкие цены, это люди ставят для привлечения клиентов. Под заказ, все под заказ. То есть, ну смотрите, Ханты-Мансийск 1 990 000, 66 тысяч, 67 почти что тысяч пробег. Дальше с отметкой НКР тоже под заказ, все. Ну, так, вот, Краснодарский край в наличии 2,250, 19 год, 49 тысяч километров пробег. Дальше все идет под заказ. То есть, ну, люди пока мало эти автомобили продают, потому что они еще свежие, видимо. И практически... Так, опять 1 700 000, но опять указано растаможенный автомобиль в Владивостоке, то есть опять его в наличии нет. В Ставрополе есть в наличии 2,195, 19 год, 34 тысячи километров. Все под заказ. Практически автомобилей нет в наличии. Ну, то есть, вы видите, 2,350, да, по-моему, там одно. Вот, смотрите, Kia Seltos, Свердловская область, 2,350 миллиона, опять же. То есть, 2,350, 2,100, там, в зависимости от пробега, эти автомобили продаются в России. Мы же просчитали дорогой автомобиль 1 810 000. Пусть даже вы будете доставлять, ну, допустим, например, в Москву 140-150 тысяч будет доставка. 1 950 000 он выйдет. Второй автомобиль мы рассчитали миллион, сколько у нас, 668. Тоже, допустим, вы до Москвы повезете, если плюс 150 тысяч рублей доставка. Ну, то есть разница с той ценой автомобилей, за которую продают в России, и если вы будете заказывать скорее
около 200-250 тысяч рублей. Я считаю, что это не маленькие деньги, это довольно большие деньги. Поэтому вывод какой, друзья? Ну, во-первых, автомобиль из Кореи будет с более улучшенной комплектацией, чем те, которые продаются в России. То есть и вентиляция, и подогревы различные. Плюс здесь прозрачная история этого автомобиля. Поэтому я думаю, что заказывать однозначно стоит скорее автомобили. Я говорю это не потому, что я могу там привезти автомобиль вам или еще что-то. А ну вот вы видите, я при вас сравнил цены. Мы рассмотрели реально автомобили, которые можно купить в Корее. И вы видите, как цена разнится. Причем состояние, как правило, из Кореи автомобили намного лучше, чем те, которые поездили уже по России. То есть они там и обслуживаются и вовремя, и ухаживают за ними и так далее. Ну и плюс, как я уже сказал, комплектация. А я вам напомню, что у нас пришел автомобиль из Южной Кореи Kia Mahav 3 января. Мы сняли его с автовоза. В ближайшее время, скорее всего, будет по нему тоже записано видео. Автомобиль тоже в очень хорошем состоянии, пробег 35 тысяч километров, и цена очень хорошо отличается от рыночной цены в Воронеже, прям очень хорошо. Скорее всего, в ближайшее время выпустим видео, посмотрите. На этом, друзья, я буду заканчивать. Спасибо всем за внимание, всем, кто посмотрел этот ролик до конца. Заказывайте автомобили с Японии, с Кореи, наслаждайтесь комфортом этих автомобилей. Ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч!